Привет, я Сметкин Дима, и сейчас я расскажу тебе про турендуро мотоцикл Zontas 703F. Мы ездили прокатиться на этом мотоцикле около Эльбруса, но также в этом году у меня уже был опыт большого путешествия на этом мотике в январе, сделав огромное кольцо, начиная с Краснодара, Абрау-Дюрсо, Сочи, через перевал Кисловодск, опять же к Эльбрусу с другой стороны и обратно замкнули круг в Краснодаре. Поэтому мне точно есть что сказать. Во всяком случае, этот мотик у меня между ног не впервые. Ссылки на эти путешествия и покатушки вы можете найти в описании к этому ролику. А сейчас для вас, зрителей канала Журнал Мотоэксперт, я постараюсь рассказать о железках этого мотоцикла и о технической стороне вопроса. Ко мне в руки, а точнее в ноги, попал, наверное, один из самых интересных среднекубатурных турендуро, который сейчас есть на рынке. Ну что, начнем? Флагманский среднекубатурный туристический эндуро компания Zontas обещала давно, но появился он на рынке только-только в конце прошлого сезона, и мотоцикл реально получился очень интересным. Он выглядит ярко и интересно, у него интересная светотехника, светодиодная, с обратным наклоном. Дизайн вообще никого не копирует, он создан с чистого листа. Кому-то нравится, кому-то нет, но главное, он запоминающийся и яркий, его ни с кем не спутаешь. Думаешь, заедем? Нет, давай тебя до начала довезу, а там просто... Да, отличный план. План огонь. Все это начало. Погоди, вы серьезно, да? Ну погоди, он же там прям прыгает, он там прям, он прям перелетает, он типа вот здесь вот со стороны в сторону. Ну погодите, я... Мотор 3 цилиндра в ряд объемом 699 кубиков, выдает он солидные 97 лошадиных сил, что немало для среднекубатурника. Динамика отменная, а главное, мотору не только достаточно момента в нижнем диапазоне оборотов, но и на верхах он неплохо себя чувствует. К слову, у мотора электронная рукоятка газа и возможность выбора режимов работы. Здесь есть спорт и эко, а шестиступенчатая коробка передач по умолчанию оснащена квикшифтером. Конечно, масса не маленькая, но по крайней мере по цифрам. В снаряженном состоянии 241 килограмм, это с учетом 22-литрового бака. Однако на ходу килограммы не так уж и заметны, мотоцикл ощущается скорее легким. Погнали! Да. Вот туда можно, кстати. Еще кто-то, да, на красный, Дим. Примечательно, что при размеренной езде расход топлива можно удержать в районе 5 литров на сотню, а значит на одном баке можно проехать до 400 километров. Шасси современное и грамотное, здесь пространственная алюминиевая рама с алюминиевым же подрамником. Они довольно легкие, рама весит всего 11 кг, подрамник 3,8 кг. Важно, что подрамник изготовлен в виде отдельной детали, а значит в случае чего его можно будет заменить новым. Подвески довольно длинноходные, они тут от итальянской компании Marzocchi с ходом 180 мм. Спереди перевернутая вилка с полным набором механических регулировок, сзади полностью регулируемый моноамортизатор, работающий в паре с очень нарядным двусторонним алюминиевым маятником и рычагами прогрессии.
И это все на бескамерных спецованных колесах внедорожной размерности 18 дюймов сзади и 21 дюйм спереди. Кстати, европейские здесь не только подвески, но и тормозные механизмы. Их создала испанская компания J1, и здесь их с большим запасом. Спереди пара 4-поршневых механизмов с радиальным креплением и 310 мм тормозные диски, почти как у литрового спортбайка. Спереди пара 4-поршневых механизмов с радиальным креплением и 310 мм тормозные диски, почти как у литрового спортбайка. Разумеется, все это работает под присмотром системы ABS, у которой есть и внедорожный режим. И решил попробовать для себя новый класс мотоциклов Tour Enduro. Вот. Это мой первый турист, на котором я езжу. Вот, от него полно эмоций, на самом деле. Мощности очень много. Пока, конечно, после легкого эндурика на нем чуть-чуть сложновато для меня. Но он уже поддается моему обучению. Я уже катаюсь на нем там полчаса и уже достаточно хорошо контролирую передний тормоз и задний. И сцепа у меня уже поддается. Сейчас доволен. Прикольный мотоцикл. Электроника тут вообще довольно современная. Есть трекшн-контроль, электронная рукоятка газа и ветровое стекло с регулировкой высоты, а еще трехуровневый обогрев рукояток и пульты с подсветкой. Мотор очень тяговитый, шикарный. Здесь 98 лошадиных сил. Объем тоже просто фантастический. Хоть это и можно отнести, наверное, уже к классу средних кубатурных мотоциклов, но я бы, наверное, сказал, что это все-таки 800 кубов, это полноценный объем, да, хорошего реально мотоцикла. Держит дорогу он достаточно интересно, при условии того, что он не на шоссейной резине, то есть на шоссейной резине он будет ехать по дороге вообще просто замечательно, мощности завались. Звук серьезного, хорошего мотоцикла. Конечно, мотоцикл, могу сразу сказать, не для новичков, да, для новичков он слишком будет большой и мощный, но для тех, кто как бы попробовал себя уже в некотором классе тур-эндуро мотоциклов, у меня почему-то отголоски этого мотоцикла KTM 1190 Adventure. Прям вот он мне очень напоминает, как визуально, так и по ощущениям. Он дает возможность заехать, в принципе, туда, куда... Понятно, на спорте не заедешь, на дорожнике тоже жалко ехать. На таком вверх не жалко. Во-вторых, есть возможность, отрабатывает и подвеска, и тормоза. Вот, конечно, с весом нужно привыкать. В спортзал походить немножко. Вот, но если ловить баланс, то, в принципе, и на этом мотоцикле можно заезжать туда же, куда и на эндуриках. Единственное, что, наверное, прыжки, это только для избранных. Пол Тарес. Посадка тоже комфортная, не такой широкий бак, что позволяет проще маневрировать в городе. И препятствия какие-то мотоцикл преодолевает очень классно. Трекшн отрабатывает, АБС шикарный. Как и положено современному мотоциклу, тут стоит система бесключевого доступа и виртуальная комбинация приборов с крупным цветным экраном, позволяющая выбирать один из 4 интерфейсов. А из экзотики встроенные видеорегистраторы спереди и сзади, записывающие все происходящее на дороге. Что же до внедорожных фишек, то здесь установлены дуги и алюминиевые защиты двигателя, а за доплату Zontas предлагает и дополнительный бензобак, который можно установить на подрамник. И, разумеется, здесь есть все для установки тех кофров, 2 боковых и 1 центрального.
Подведем итог. Zontas 703F очень впечатляет. В первую очередь он очень свежо и круто выглядит. Он футуристичный, современный и крутой с точки зрения дизайна. Что же с точки зрения шасси и мотора, они очень сбалансированы и сделаны с огромным запасом. Можно ли сказать, что это лучший мотоцикл в своем классе? Скорее, один из. И я вполне могу понять людей, которые выберут именно его. На этом все. С вами был Дмитрий Сметкин и журнал Мотоэксперт. До встречи в следующих видосах. Не забываем подписываться на канал. Ну и также переходим на мой канал, посмотри, что там есть. До встречи на дорогах и в путешествии. Пока-пока.